На небольшой ферме в густых зарослях лопуха мама-утка нашла уютное местечко, чтобы свить себе гнездо. Она стала ждать, когда вылупятся птенцы. Одним солнечным утром яичные скорлупки затрещали, и на свет появились крошечные пушистые утята. Осталось только одно яйцо, самое большое, которое никак не хотело трескаться. Утка начала волноваться, что с ним что-то не так. Она вновь села на яйцо и решила подождать еще немного. Мама-утка отдала все тепло, на которое была способна. Она подумала, что этот птенец должен быть самым прекрасным, раз она его так долго высиживает. Вскоре и из последнего яйца вылупился птенец. Но он совсем не был похож на остальных утят. Он был намного крупнее, и перья его были серыми. Мама-утка была огорчена, увидев такого гадкого сына. Но она надеялась, что когда-нибудь он станет похожим на своих братьев. Остальные утята смеялись над ним. Они считали его гадким и не хотели с ним играть. На следующее утро мама-утка отправилась со своими детьми к озеру. К ее удивлению, гадкий утенок плавал ничем не хуже других. Затем утка привела своих малышей на птичий двор, чтобы ввести их в общество. Она рассказала утятам о правилах поведения с местными обитателями. Утка представила свой выводок самому знатному жирному селезню, но тот напал на гадкого утенка, и она была вынуждена защищать своего неудавшегося птенца. Жирный селезень велел прогнать уродца со двора. Мать уверяла, что он вырастет и станет похожим на других утят. Не выдержав издевательств и унижений, гадкий утенок ушел с птичьего двора. В поисках более безопасного места он набрел на красивое озеро, на котором никого не было, и утенок решил остаться тут жить. Прошло время. Несмотря на свое одиночество, гадкий утенок был счастлив, что его никто не обижает. И вот однажды на его озеро прилетела прекрасная белая птица с длинной шеей. Гадкий утенок не знал, что это за птица, но смотрел на нее с восхищением. Он полюбил ее всем сердцем. Как утенок хотел бы быть похожим на эту прекрасную белую птицу. Пришла зима, пошел снег. Гадкий утенок впервые увидел белый снег. Он был восхищен этим зрелищем. Но из-за того, что зима была очень снежной, утенку было очень сложно найти еду. Ему приходилось ходить по окрестностям в поисках пропитания. Он замерз и устал. Так гадкий утенок добрел до домика фермера. Когда мужичок увидел худого и несчастного птенца, ему стало жалко его. Фермер решил, что оставит утенка у себя, пока тот не откормится и не подрастет. Наступила весна. Хозяин хорошо заботился о птенце, и тот сильно вырос. Утенку уже нужно было много места, и фермер решил выпустить его на озеро. Стоя на берегу озера, гадкий утенок посмотрел на свое отражение в воде. И он не поверил своим глазам. Он не мог узнать себя и подумал, что сзади него есть кто-то еще. И тогда утенок понял, что чудесная птица в отражении — это он сам. На радостях он бултыхался и плавал по всему озеру от края до края. И вдруг он увидел такую же прекрасную белую птицу с длинной шеей, которую он уже видел однажды. Гадкий утенок решил подплыть к ней поближе, но прекрасная птица не испугалась, а наоборот, она улыбнулась и подмигнула, и они вместе поплыли по озеру. Гадкий утенок не мог поверить своему счастью. Проходя мимо, жирный селезень на берегу озера сказал, что никогда в жизни не видел такого красивого молодого лебедя. Каково же было его удивление, когда он узнал, что прекрасным лебедем был тот самый гадкий утенок, которого он когда-то прогнал с птичьего двора. Оказывается, гадкий утенок с самого начала был лебедем. Яйцо случайно попало в утиное гнездо. И когда прекрасный молодой лебедь вернулся домой, то всем на птичьем дворе стало очень стыдно за то, что когда-то обижали его из-за внешнего вида. Жил-был богатый купец, у которого было 3 дочери. Младшую из дочерей звали Красавица. Сестры не любили ее за то, что она была всеобщей любимицей. Однажды отец собрался поехать в город и спросил дочерей, что им привезти в подарок.
Старшие сестры попросили платья и украшения драгоценные, а младшая — розу алую, самую красивую в мире. Призадумался купец, но пообещал, что сделает все возможное, чтобы найти такой цветок, и отправился в путь. Быстро отец нашел подарки старшим дочерям, а для младшей никак не может найти. Каждая роза, которую купец встречал на своем пути, была краше предыдущей. Где он только не искал. И вот привела его дорога в густой лес. Там было очень темно и холодно. Вдруг вдалеке показались огоньки. Приблизившись, купец увидел огромный старинный замок, весь в золоте и бриллиантах. Войдя в его ворота, он зашел в зал, полный драгоценностей. Видит, посреди зала стоит стол, а на нем каких только блюд не было, и вся посуда из серебра и золота. Но в замке было пусто, никого не было. Купец подумал, что хозяин, наверное, придет с минуты на минуту. Он прождал час, 2, 3, никто не появлялся. Не выдержал купец и сел за стол. Наевшись от пуза, старик отправился в путь. Проезжая по аллее, купец увидел розовый куст небывалой красоты и вспомнил о просьбе младшей дочери. Он подъехал и сорвал самую красивую розу. В ту же минуту блеснула молния, ударил гром, раздался рев и вырос как будто из-под земли перед купцом и не зверь и не человек, а какое-то чудище, страшное и мохнатое. Оно было слишком злое, что купец сорвал его любимый цветок, вместо того, чтобы отблагодарить хозяина за гостеприимство. Старик очень испугался и сказал, что сделает все, что угодно, лишь бы тот не убивал его. За такой проступок чудовище согласилось взять в жены одну из его дочерей, но только ту, которая сама захочет приехать из любви к отцу. А если ни одна не приедет, то смерть отцу. Погоревал старик и решил поехать домой, попрощаться со своими дочерями. Не хотел он ни одну из них отдавать за лютого зверя. Сел на коня и отправился домой. Встретив детей, он отдал всем подарки и рассказал про свои приключения. Старшие сестры накинулись на младшую, мол, это она во всем виновата. Заказала паршивый цветок, за который отец теперь должен расплачиваться жизнью. На что красавица ответила, что с радостью поедет к зверю вместо отца. И вот на следующий день красавица отправилась в путь. Лошадь быстро сама нашла обратный путь к замку. Войдя в зал, она обнаружила стол с изысканными винами и кушаньями. Красавица подумала, что чудовище хочет съесть ее, поэтому и откармливает. Как только она пообедала, раздался рев. И появилось, как будто из-под земли, чудище страшное и мохнатое. И сказала чудище красавице, что раз она сама сюда пришла по своей воле, значит, доброе у нее сердце. И поэтому монстр будет так же добр к ней. И на этих словах чудовище исчезло. Проснувшись утром, красавица решила прогуляться. Войдя в одну из комнат, она увидела надпись на столе: «Все, что красавица пожелает, я исполню». Девочка подумала, что все-таки монстр добрый, и, наверное, он не собирается ее есть. Так они жили долгое время. Чудовище очень хорошо относилось к красавице и выполняло все ее желания. Однажды девочке приснилось, что ее отец болен. Ей очень захотелось навестить его. Красавица слезно попросила чудовище отпустить ее и пообещала, что обязательно вернется обратно. Монстр ответил, что она свободна и может вернуться, когда захочет. На следующий день красавица надела свою самую дорогую одежду и пошла к отцу. Он был очень рад, увидев свою дочь целой и невредимой. Прибежали ее сестры и увидели, что она стала еще красивее, да еще и разодета, как королева. Спустя неделю красавице приснился сон, что чудовище лежит в парке на траве и умирает. Она в ужасе проснулась и решила срочно вернуться и вылечить его. Когда девочка подошла к замку, она увидела на траве бездыханное тело чудовища.
Ее сердце разрывалось от жалости. Красавица кинулась к нему со слезами и поцеловала его. И в ту же минуту блеснула молния, ударил гром, весь замок озарился ярким светом, и всюду заиграла музыка. Чудовище исчезло, а вместо него на траве лежал прелестнейший принц. Он рассказал красавице, что эта злая фея заколдовала его и превратила в монстра до тех пор, пока молодая красивая девушка не полюбит его и не захочет выйти замуж. Красавица подала ему руку, и они отправились в замок. На следующий день красавица с принцем обвенчались и зажили долго и счастливо. Вот так доброе сердце может разрушить злые чары.